Вот. Они легли неправильно. Арчик лег и заснул. Ну, по идее, вот это место Ирины, вот, и там должна находиться Анфиса, потому что Анфиса ест вот с этой книжки. Вот, там, где Анфиса, должен сидеть я, а Арчик должен быть в этом кресле. И я ему кладу на этот столик. Ну, то есть они все перепутали. Сейчас мне придется... Ну, Арчик-то спит, его будить не будем. А Анфисе придется как-то вот приноравливаться с другого места. Вот. Ну ладно, сейчас разберемся. Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Сегодня у нас котовские истории, и в конце будут ежики. Это кот Вилли, но основной герой у нас сегодня кот Арчи. Арчи у нас будет принимать всякие неудобные позы. Ну, он не понимает, что надо комфортно устраиваться. Вот. Вот Вилечка понимает, Анфиса понимает. А Арчи вот берет посреди коридора, в дверном проеме, улегся и лежит. Но смотрите, сейчас появится тень. Вот. А эта тень, это кот Вилли. Он выходит из спальни, у него там лежанка, он там поспал и вышел. Но обратите внимание, как он вышел. Еще раз, сейчас посмотрим. А вышел он интеллектуально, а не как попало. Вот смотрите, лапой. Он открывает себе дверь. Причем не толкает, как вот, ну, маленькие молодые у нас коты умеют толкнуть дверь, войти. А кот Вилли умеет потянуть дверь на себя и открыть. Вот смотрите. Раз. Берет, потянул дверь. Все. Вот. Потянул. Вот. Голова просунул. Просунул голову и пошел. Ну, молодым вот коту Арчи еще учиться и учиться. Вот он лежит в своей любимой позе и думает, когда-нибудь я вырасту и стану таким же умным, как кот Вилли. Вот Арчик, он берет просто посреди комнаты, вот, в дверном проеме, посреди комнаты, где-то вот, в одном из видео недавних он лежал на ступеньках. Он пытался заснуть лежа на ступеньках. Ну, то есть вот он... Вот... Не хочет он комфортно. Может он кот-спартанец у нас. Ну смотрите. Вот, любимая поза. Вытянутые лапы задние, вытянутая лапа передняя. И лежит. Лежит. Я хожу вокруг, смотрю. Ну, зато его ботфорты красивые мы можем наблюдать. Вот. Я за Арчиком вообще присматриваю в последнее время. Он такие интересные номера откалывает. А, вот этого блогера я смотрю, он интересно рассказывает. Ну, возможно, мои зрители его знают. Вот. А у меня был такой ночной сеанс, все уже спали. А, кстати, ответ на вопрос. Я в одном из видео задавал вопрос, что это. И вот расцвело, ну, как видите, тюльпаны и гиацинты. Всем, кто дал правильный ответ, а таких было множество, я поставил цветочки. Вот кошка Анфиса, она в коридоре. Во-первых, у нее полный обзор, она видит вообще все. И во-вторых, она на стуле. А вот Арчи спит вот так, смотрите, в дверном проеме. То есть через него, при этом через него ходят. Он спит. Голову на плинтус. Видите? Голову положил на плинтус. И так спит. Что за котик? Вообще фантастика. Арченька. Арчи. Граппиш, всем спасибо большое, без вопросов, принципиальный, задача. Он все, что Арчик не подобрал, вот она норовит все подобрать. И забрать все, что дают Арчику. Это ее задача забрать, вообще отобрать все, что дается Арчику. Арчику дал одну полосочку дал. Вот. Немножко ему досталось. Потому что у нас худой, как велосипед. Анфиска-то она не худая вообще. А Арчик у нас как велосипед. Он тощий. Вот. Еще у него еду забирает всю. Анфиска забирает всю еду у него. Вот. Сейчас он голову положит. Смотрите, он вот так положил голову на это и лежит. А вот это вообще классика. Это, вот он так ложится и так спит. Вот. Вот такая у него поза любимая.
Он за день до съемки, вот вечером, он пошел гулять. Была буря, настоящая буря. Ну, все дома, естественно, Арчика нет. Мы его, ну, походили, поискали. Потом пришел мокрый, весь в соломе какой-то, мокрый. Я его салфеткой, ну, бумажными полотенцами оттирал. А как же я буду завтракать? Ну, папа завтракать хотел тут. Зачем же ты на стол лег? Вот. Высушил котика. Ну, ты тут спать будешь, да? Вот обратите внимание, у него передние лапы. То есть он что задние вот так прямо делает, ложится, что передние. Вот ни Анфиса, ни Вилли, вот я такого у других не видел. Вот ваши кошки делают что-то подобное. То есть он вытягивает лапы просто вот и так спит на них, на вытянутых лапах. Гимнаст какой-то. Вот опять, он улегся, там выход. А Вилли подходит, когда дверь так приоткрыта, подходит, там нюхает и смотрит. И сейчас вот он нюхает и смотрит, находясь над головой у Арчика. Естественно, Арчик нервируется, Вилечка тоже не очень доволен. Погнал его. Погнал. А на самом деле они наблюдают по вечерам, часто наблюдают за ежиками. Ну, то есть под покровом ночной темноты на террасу начинают приходить ежики. Ну, иногда для них что-то стоит, иногда для них ничего не стоит. Но они все равно на всякий случай приходят и проверяют. Вот. Ну, обычно мы им какую-нибудь миску с чем-нибудь оставляем. Вот. Сейчас посмотрим. Сейчас у нас ежики на очереди. Вот. Вот. Размером со такого слоненка. Ну, что там у него в миске? Там кусочки какого-то мяса, какой-то там растительного чего-то. Ну, просто вот какие-то пищевые отходы. Ну, такие, которые, в общем-то, кусочки чего-то. И ежик при этом очень доволен. То есть ежик ходит, такой деловой. Они проснулись где-то, ну, недели 3 назад, наверное, уже. Может, почти месяц. Ну, естественно, насвинячить надо. Вот взял, насвинячил. Вот сейчас интересно будет. Смотрите, сейчас второй появится. Ну, вот я, честно говоря, не понял. Вообще-то это, по идее, пара. Должна была быть пара, но по виду был как будто конфликт, как будто один другого прогонял, и он в камеру врезался. Ну вот. Но вообще-то быть не может. Это, по идее, ну, может, у них какая-то мелкосемейная разборка была. Вот смотрите, он научился вот так лапой надавливать на миску и есть. В общем, вот такой у нас кот Арчик. Сегодня его история была. Вот. Ну, надеюсь, вы получили порцию релакса в наше трудное время. Релакс тоже необходим. Скорейшей победы мужественному, героическому украинскому народу. И пока-пока.